Всем привет! Я Катерина. Последние 1,5 года я всячески активно борюсь с неходжкинской лимфомой. И в этом видео я расскажу, что можно и что нельзя делать во время химиотерапии. Перед моим самым первым курсом химии, когда я только оформилась и поднялась на отделение, мой лечащий врач первым делом вручил мне почитать памятку для пациента. Памятка называлась «Инструкция по выживанию». Когда я увидела эту памятку, я подумала, что моя жизнь только что закончилась. Фото этой памятки лежит у меня на Google диске. Ссылка есть в описании, если кому-то нужна, пожалуйста, ее можно скачать. На деле я очень быстро поняла, что все эти ограничения – дело сугубо индивидуальное, и что между курсами химии можно спокойно продолжать жить в свое удовольствие, работать, заниматься тем, что нравится, и вести вполне нормальный, привычный образ жизни. С тех пор я уже сбилась со счету, сколько курсов химии у меня было, но для себя я вывела 5 основных правил, существующих при прохождении курсов химиотерапии. Сразу хочу предупредить, что я не врач, я пациент. Все, о чем я буду рассказывать, я проверила на себе и только с разрешения своего лечащего врача. Это, кстати, первое и самое важное правило, о котором в памятке не написано, но которое приведет вас к успеху и избавит от огромного количества проблем. Привыкаем, что с самого первого дня все свои действия необходимо предварительно согласовывать со своим лечащим врачом. Это касается абсолютно всех сфер вашей жизни, а в особенности того, что на первый взгляд может показаться совершенно безобидным или даже полезным. Например, это прием различных лекарств, витаминов, БАДов, травок, настоек, в общем, всего, что призвано восстановить силы и поддержать иммунитет. Или, например, поход в баню с друзьями, поездка на шашлыки или в аквапарк с детьми. В чем смысл этого правила? Суть проста. Под воздействием химиопрепаратов наш организм, во-первых, очень сильно ослаблен, но и во-вторых, он может самым неожиданным образом среагировать на даже совершенно привычные для нас вещи. Я уже молчу о всяких тяжелых последствиях и различных аллергических реакциях. Согласитесь, перспектива заработать себе на ровном месте анафилактический шок или грибковое воспаление легких вот совсем не радует и уж тем более не входит в наши планы. Так что лишний раз организм не провоцируем, и если ваш лечащий врач настоятельно рекомендует вам отказаться от чего бы то ни было, то, поверьте, лучше так и сделать. Вообще, в принципе, если вы будете строго придерживаться этого главного правила, сначала спроси у своего врача, то все остальные правила можно даже не запоминать. Ваш лечащий врач тоже не изверг, он не будет запрещать вам прям совсем все вокруг, и на деле вы будете приятно удивлены, сколько всего вам на самом деле можно и даже нужно делать. Второе правило – это полноценное сбалансированное питание. Да-да, если нет каких-то персональных ограничений или рекомендаций непосредственно от вашего лечащего врача, то в рационе должно присутствовать все: и белки, и жиры, и углеводы, и витамины, и фрукты, и овощи, и мясо, и рыба. В общем, все, что требуется нашему организму для нормальной полноценной работы. А всякие доморощенные диеты – это вещь совершенно необязательная, и они замечательно подойдут, если вы хотите еще как-то себя дополнительно помучить. Во время капельниц действительно лучше ограничиться только термически обработанными продуктами. Но вот зато между курсами под контролем вашего врача совершенно спокойно вводите назад по очереди все свои привычные продукты. Ну и главное, следите за тем, чтобы все, что вы кушаете, было свежее, мытое и качественное. Отдельная тема – это сильные аллергены типа шоколада, меда или орехов. И продукты, содержащие следы брожения или живые бактерии, например, кефир или квашеная капуста. Такие продукты могут вызвать нежелательные реакции в нашем организме и дают дополнительную нагрузку на и без того измученный иммунитет. Их кушаем только если очень сильно хочется, очень осторожно, но, естественно, только с разрешения своего врача. Для меня еще было непонятно, почему нельзя чай.
А оказалось, это из-за микрогрибков и плесени, которые могут жить в сухой заварке. Но опять же, если душа очень сильно просит, вопрос достаточно легко решается с помощью обычного кипячения в течение нескольких минут, чтобы убить все споры. И обязательно нужно пить побольше жидкости, не меньше литра воды в день. А в воде, кстати, тоже могут быть всякие бактерии, поэтому воду лучше употреблять либо бутилированную, либо кипяченую. Правило номер 3– это посильные умеренные физические нагрузки. Во время проведения противоопухолевой терапии обязательно нужно двигаться. Общее состояние во время химии напоминает что-то среднее между похмельем и сильным пищевым отравлением. И аэробные нагрузки лучше всяких таблеток помогают от вялости и чувства усталости. Ну и плюс поднимает настроение. Поэтому во время химии обязательно нужно как минимум стараться ходить по коридору на отделении, а как максимум выходить гулять во двор, дышать свежим воздухом, или даже догуливать до магазина. Ну а между курсами, тем более, обязательно нужно ежедневно ходить гулять, и если состояние позволяет, то делать какие-то упражнения. Я, например, фанат пилатеса. Ходить в зал на групповые занятия я все-таки побаиваюсь, но вот дома занимаюсь с удовольствием. Ну и плюс регулярно таскаюсь на улицу то с ребенком, то с собакой. Надрываться в зале и чрезмерно перегружать свой организм тоже не нужно ни в коем случае. Все должно быть в меру и, как говорится, чтобы душа принимала. Поэтому здесь нужно ориентироваться исключительно по собственным ощущениям. Четвертое правило– это стараться везде и во всем соблюдать чистоту и избегать травм. На ослабленный организм весьма бодро и с огромным удовольствием изо всех щелей начинают лезть всякие бактерии, микробы, вирусы и грибки. А организму становится крайне тяжело с ними справляться не только внутри, но и снаружи. Поэтому очень важно соблюдать чистоту во всем, что вас окружает, регулярно делать влажную уборку в своей комнате и почаще мыть руки. Табу– это дышать пылью и возиться в земле. Там могут быть как раз те самые грибки и плесень, которых мы очень боимся. Поэтому какую-то глобальную уборку и уход за комнатными цветами лучше поручить кому-то другому на все время проведения лечения. Все остальное по ситуации можно без фанатизма. Готовить еду, мыть посуду или пылесосить в детской комнате самостоятельно, скорее всего, никто вам запрещать не будет. Еще желательно избегать больших скоплений народу, особенно в закрытых помещениях и уж тем более в период сезонных простуд. Самое страшное– это общественный транспорт в часы пик. Ну и, наконец, пятое правило– это позитивный настрой. Согласна, довольно сложно сохранять бодрость духа в больнице, особенно первое время. К тому же подавленное состояние может быть вызвано не только всем происходящим вокруг, но еще и гормональными препаратами. Но без позитивного настроя и веры в победу не стоит даже начинать сложное лечение. Не тащите всю эту психологическую ношу в одиночку. Не стесняйтесь делиться своими тревогами и переживаниями со своими близкими и с вашим лечащим врачом. И не стоит пренебрегать беседами с психологом. Грамотный специалист поможет быстро справиться с отчаянием или страхом. Есть отличная пословица на эту тему. Если хочешь идти быстро, иди один. Если хочешь идти далеко, идите вместе. Не закрывайтесь от своих близких. Поверьте, им также тяжело и даже еще больнее от того, что они не имеют возможности вас поддержать и хоть чем-то вам помочь. А вместе вам все невзгоды нипочем. Как видите, все эти правила довольно простые, не накладывают каких-то особых ограничений и не требуют сверхусилий. Еще один важный момент– это на что нужно обязательно обращать внимание. Температура выше 37,5 градусов, обильная рвота или сильная диарея– это повод незамедлительно позвонить своему лечащему врачу. И если он недоступен, то сразу ехать в больницу. Это те основные стоп-сигналы организма, игнорировать которые нельзя ни в коем случае. Как правило, они означают, что в организме начался какой-то серьезный процесс, с которым иммунитет не справляется. И необходимо начать лечение как можно скорее. Ну и, конечно, не ждем, что пройдет само, и своевременно, уже в спокойном режиме сообщаем своему врачу обо всех своих новых болячках, явных простудных симптомах, кожных высыпаниях, нарушениях микрофлоры и так далее, так далее, так далее. Сюда же в этот список хочу добавить необычные состояния, например,
внезапный обморок или резкая светобоязнь, или, например, если у вас вдруг неожиданно на пару часов отнялась нога, и потом также резко сама неожиданно прошла. Даже при условии, что эти состояния больше не повторялись и были разовым явлением, они могут свидетельствовать о развитии каких-то серьезных осложнений, и умалчивать об этих вещах не стоит совершенно. И еще одна волнующая многих тема – это химиотерапия и вредные привычки. Ваш лечащий врач обязательно должен знать обо всем, что может оказать хоть какое-то влияние на процесс вашего лечения, и это касается в том числе всех вредных привычек. Не нужно пытаться что-то скрыть или умалчивать. Врач спрашивает вовсе не для того, чтобы над вами посмеяться или как-то вас осудить. Что делать с вредными привычками дальше, решать только вам. Врач может дать только настоятельные рекомендации, исходя из вашего общего состояния. И не нужно думать, что он вот так сразу будет вам все запрещать. У меня, например, на отделении половина пациентов регулярно выбегают наперекор. Ну, конечно, в идеале лучше бы полностью отказаться от употребления алкоголя и бросить курить, потому что химия и так вам изрядно потравят весь ваш организм. Хотя в некоторых случаях врачи сами рекомендуют для повышения лейкоцитов немножко хорошего красного вина или даже дунуть для обезболивания. Но здесь главное понимать, что немножко – это буквально пара маленьких затяжек и не более 50 грамм вина в день, а не бутылка за вечер и не косяк размером со шлагбаум. Моя больная тема – это курение. Я до сих пор продолжаю периодически баловаться этим делом, но сейчас это уже только электронные сигареты и не более нескольких штук в день. Ну и, конечно, все это происходит только с разрешения моего лечащего врача. На этом у меня пока все. Если видео было вам полезно, ставьте лайк. Ну и увидимся. Пока-пока.